Что мы на самом деле знаем о собственном прошлом, и можем ли мы быть уверены, что официальная история отражает реальное развитие человеческой цивилизации? Такие впечатляющие и загадочные сооружения, как храм Кайласа, самим фактом своего существования поднимают глубокий и неудобный вопрос. Насколько то, что изложено в наших учебниках истории, в конечном итоге совпадает с подлинной исторической реальностью? Действительно ли древние народы обладали лишь примитивными орудиями труда и ограниченными знаниями, как принято считать, или же за грандиозными памятниками прошлого скрывается нечто большее, некая революционная истина, которую большинство академических историков предпочитает считать невозможной? Некоторые вещи, как говорится, буквально высечены в камне, и храм Кайласа является одним из самых ярких примеров подобного наследия. Согласно официальной версии, это величественное сооружение не было построено традиционным способом из отдельных каменных блоков, а целиком вырезано из единого природного скального массива, из естественного каменного обнажения. Храм расположен в Индии, в штате Махараштра, и его масштаб поражает воображение. Монументальная структура с поразительной симметрией, сложной геометрией и невероятной детализацией оставляет безмолвным даже современных инженеров и архитекторов. Не случайно храм Кайласа часто неофициально называют «восьмым чудом света», ведь создание комплекса длиной около 90 метров и шириной порядка 60 метров требовало такого уровня планирования, расчетов и мастерства, который трудно назвать иначе, как исключительным. Как уже отмечалось, весь храм был полностью высечен из цельной скалы. Однако и это еще не все. Работы велись сверху вниз, что само по себе противоречит привычной логике строительства, при этом под разными углами и с ювелирной точностью. По приблизительным оценкам, в процессе создания храма пришлось удалить от 150 до 400 тысяч тонн камня, и этот объем породы не просто был разрушен, а аккуратно отделен и вынесен, причем без следов масштабных обвалов или ошибок. Когда именно была проделана эта колоссальная работа и какие силы стояли за столь грандиозным проектом? В поисках исторических подсказок исследователи обращаются к сохранившимся надписям, одна из которых упоминает имя правителя династии Раштракутов, царя Кришны I, правившего примерно в 765 году нашей эры. Однако именно здесь история начинает вызывать все больше вопросов. По мнению специалистов, строительство подобного комплекса при использовании традиционных методов и ручных инструментов должно было занять несколько десятилетий, а, возможно, и более 100 лет. Однако храм Кайласа, как утверждается, был завершен примерно за 18 лет. И это при том, что, согласно официальной версии, в распоряжении строителей были лишь простые молотки, зубила и примитивные приспособления. Несмотря на все сомнения, связанные с техникой исполнения, сомнений в назначении храма практически не существует. Многочисленные надписи, барельефы и скульптурные сцены указывают на то, что он был посвящен Шиве и символизировал его небесную обитель, священную гору Кайлаш в Гималаях. Учитывая этот религиозный контекст, неудивительно, что храм Кайласа окружен множеством мистических легенд. Одна из них гласит, что могущественный царь однажды тяжело заболел, и тогда его отчаявшаяся супруга обратилась с мольбами к Шиве, поклявшись, что в случае исцеления мужа будет воздвигнут величественный храм, а сама она будет поститься до тех пор, пока не увидит его вершину. Когда молитвы были услышаны и царь выздоровел, стало ясно, что традиционное строительство заняло бы слишком много времени, и тогда появился загадочный зодчий, заявивший, что сможет создать храм так, чтобы его вершина стала видна всего за несколько дней, после чего он начал высекать сооружение сверху вниз. Хотя подобные легенды не признаются академической наукой в качестве доказательств,
Они подчеркивают уникальность и необычность самого проекта. Важно также помнить, что храм Кайласа не является одиночным феноменом, поскольку он входит в состав знаменитых пещер Эллоры, комплекса из 34 буддийских, индуистских и джайнских храмов, высеченных прямо в скале и признанных объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году. Однако именно храм Кайласа резко выделяется на их фоне, так как был задуман не как пещера, а как отдельно стоящее монументальное здание, окруженное двором и галереями. После удаления огромных масс камня работа вступила в тончайшую, почти филигранную фазу. Потолки и вестибюли украсили сложнейшие орнаменты в виде лотосов, стены покрыли рельефы богинь Ганги и Ямуны, считающихся хранительницами священных пространств. Вход охраняют изображения Ганеши, Лакшми и мифических мудрецов, а на верхних уровнях возвышается бык Нанди, священное животное и верный спутник Шивы. В самом центре комплекса расположен Шивалингам, символ творящей и разрушительной силы Шивы, доступ к которому традиционно разрешен лишь брахманам, представителям высшей касты. Внутренний двор поражает не меньше. Над ним возвышаются массивные каменные слоны, символизирующие силу, устойчивость и величие. А многочисленные скульптуры создают ощущение, будто камень здесь живет собственной жизнью. И все же это архитектурное чудо продолжает вызывать недоумение у многих исследователей и энтузиастов. Для них сама мысль о том, что столь совершенное сооружение могло быть создано исключительно с помощью простых ручных инструментов, кажется практически немыслимой. Отсюда возникает альтернативный вывод. Возможно, создатели храма Кайласа обладали гораздо более развитыми технологиями, чем принято считать, и этот вывод распространяется не только на данный комплекс, но и на многие другие монументальные сооружения древности. Неужели здания прошлого действительно скрывают невероятную правду? Как получилось, что разные народы, находившиеся на огромных расстояниях друг от друга и не имевшие, как считается, прямых контактов, смогли создать поразительно схожие технологические и архитектурные чудеса? Представители альтернативного направления утверждают, что это не случайность, поскольку египетские пирамиды, мегалитические комплексы Южной и Центральной Америки и храм Кайласа в Индии якобы имеют общий источник высших знаний, полученных не самостоятельно. В пользу этого, как они считают, говорят не только архитектурные параллели, но и мифы, сохранившиеся практически у всех древних культур. Почти везде мы встречаем истории о разрушительном потопе, от индонезийских легенд о боге-создателе, очистившем мир водой, до библейского рассказа о Ное и значительно более древнего индийского мифа о Ману, спасшемся благодаря божественному предупреждению. Подобные сюжеты обнаруживаются у шумеров, вавилонян, китайцев и древних греков. И, что особенно примечательно, за глобальной катастрофой почти всегда следует появление высших существ или культурных героев, которые приносят людям знания и умения. Кецалькаатль в Мезоамерике обучает земледелию, архитектуре и астрономии. Прометей в греческой мифологии дарует людям огонь и ремесла. В Андах появляется бородатый Виракача, научивший народы обрабатывать камень, а в легендах народов Тихого океана фигурируют существа, создавшие острова и обучившие людей пользоваться инструментами. Таким образом, возникает закономерный вопрос: не являются ли мифы, повторяющиеся по всему миру, искаженными воспоминаниями о реальных событиях далекого прошлого? Альтернативные исследователи, включая Грэма Хэнкока, отвечают на этот вопрос утвердительно, полагая, что задолго до известных нам цивилизаций существовала высокоразвитая культура, уничтоженная глобальным катаклизмом в конце последнего ледникового периода, а немногие выжившие стали учителями для более примитивных народов.
Для сторонников этой точки зрения это не просто смелая гипотеза, а скрываемый любой ценой факт, поскольку признание существования утраченных высоких технологий перевернуло бы наше представление об истории человечества и разрушило привычную картину мира. Именно поэтому, утверждают они, такие сооружения, как храм Кайлоса, не могли быть созданы лишь с помощью молотков и зубил, а использовали технологии, основанные на вибрациях, звуковых частотах и имплозионных процессах, которые только начинают переоткрываться в наше время, в то время как исследователи, якобы приблизившиеся к этим знаниям, вынуждены работать в тайне, опасаясь насмешек, дискредитации и давления со стороны официальной науки. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.